Всем привет! У нас идет третий сезон, и в данном видео мы рассмотрим команду разъедания на воронке времени для тех, у кого нет рейты. В принципе, получилось нанести довольно-таки неплохой урон, я считаю, с учетом того, что мы играем без рейты здесь. Вот, также сейчас я с данного меню выйду, покажу вам, сколько наносит, допустим, конкуренту, у которого тоже нет рейты, какие у него шмотки и какой урон у меня сейчас с наличием рейта. С рейта я набиваю почти 8. Без рейта получается разница на 1,5 миллиарда меньше. Но у некоторых проблема, я видел, была и больше, что набивают чуть ли не в 2 раза меньше. Скорее всего, какие-то неправильные тайминги, либо еще что-то. Надеюсь, это видео, в принципе, вам поможет. Баф у нас сейчас на бойцов ближнего боя, то бишь у нас шмыгли будет наносить повышенный урон. И также, когда союзник применяет абсолютный навык, мы лечим союзника с наименьшим текущим здоровьем эквивалента 300% защиты. Туман я, в принципе, как самый первый день поставил еще даже на ледяном взрыве, так я его и не менял, потому что он идеально, в принципе, подходит и под разъедание. Вот у меня игрок, получается, тоже с 5-м руком, без рейта. У него получилось набить 5, ну почти 5,9. Сейчас я вам покажу его экипировку. У него получается сакридея без последней пробуды. Питомец также на 5 талантов. Все остальные, в принципе, 5-й. Также 5-й шмыгли. Рук одет, в принципе, неплохо. Также он даже мифик поставил. Неплохой крит урона и шанс крита имеет. Также вот этот сет. Поэтому, в принципе, что касаемо урона, у него тут, в принципе, неплохо все должно быть. Скорее всего, что-то там с таймингами он наворотил. Потому что, в принципе, этой командой он может набивать больше. Я смотрел также его экипировку на других героях. Шмыгли у него, в принципе, неплохо одета. Еще бы немножко, конечно, шанса крита повысить. Но, в принципе, шмот у него неплохой. Также вот этот шлем, я его тоже забирал со 2-го сезона. Очень неплохо бустит урон. Поэтому, в принципе, все у него здесь неплохо. Ну и сакридея также. В заливку у него. У меня, в принципе, все то же самое. Ладно, перейдем уже к самой команде. Рассмотрим все сейчас. Все нюансы объясню, что как лучше делать. Расстановка у меня вот такая. Танчит у меня здесь Филосия в данном сете с ребрами. Также вы, наверное, обратили внимание, что шмыгли не доживает до конца. У меня он умирает ровно после того, как он ультует свой последний раз. То есть он уже умирает у меня после 2-го боевого от босса, поэтому, в принципе, его смерть точнее, ее смерть не так критична. Вот, я пробовал с жилеткой, но выходит урона меньше. Поэтому, соответственно, Филосию мы одеваем сопротивление, даем ей ребра, вот этот сет. 400 сопротивления мне, в принципе, вполне достаточно. Также у меня еще и здесь были навыки такие себе. Можно тут поставить и другие, это просто я на босса использовал. Забыл поменять, так-то я вообще использую навыки вот эти. Вот такие навыки я использую на Филосии обычно, потому что мы здесь получаем дополнительное сопротивление, и плюс Филосия еще себя немножко подхиливает. Ну как немножко. Так-то она за счет этого и живет у меня. Огок у меня в таком вот сете. И по-любому именно с посохом. Я пробовал ставить ему рог. У меня было урона с рогом все-таки меньше. За счет именно тщательно подобранных таймингов у меня получается лучше. Также перчатка у меня здесь стоит на атаку, если что. Бронька на просвет. Руна на атаку с допом в просвет. И здесь на просвещенность и на атаку в допах. Почему так? Сейчас я вам покажу таланты его. Именно при таких талантах у меня получилось лучше всего поддерживать выживаемость команды. Получается, здесь мы немножко сейвим наших рейндж-героев, в том числе Филосию, которая танчит. Вот этот навык, который усиливает лечение от атаки. И вот это тоже неплохо, талант мне зашел, в принципе. Рук у меня одет вот этот сет. Крит урона, кстати, не столько много, сколько хотелось бы. Но, в принципе, мне этого пока что хватает. И вот этот мифик я одел. Тоже на зональный урон. В принципе, неплохо на него заходит. Таланты вот эти. Если кому удобнее, то давайте вот так покажу. Вот эти таланты я на нем использую. Далее шмыгли. Вот эти таланты я на ней использую. Одета максимально в урон. Шанс крита нужно у всех держать ближе к 100%. Даже если чуть-чуть выше, то ничего страшного. Главное, чтобы не ниже, потому что очень сильно рандом здесь. Вот такая у меня шмыгли. Сакридея кукольники. И броня на повышенный урон по героям, у которых штраф к защите. В принципе, 260 точности мне здесь вполне достаточно.
таланты использую вот эти. Больше всего они мне тут заходят. И перейдем к таймингам. Тоже очень важная вещь. Сейчас все объясню, почему именно такие. Сакридея у меня стартует на 18 секунде. И чуть-чуть еще вот так вот сделал про запас. Почему так? Потому что усиленный урон прямой — это именно тот урон, который мы стакаем в само разъедание. Не тот урон чистый, который рук наносит, а именно урон, который именно стакают наши герои, Шмыгли и Сакридея. Получается, именно в этот промежуток 15 секундный, чтобы у нас висели все вот эти дебафы на усиленный урон ядом и как раз штраф к защите. Питомец у меня на 16 секунде, это как раз на 18 он повесит свой баф. Огак на 19, Шмыгли, если у вас он на 5 пробуде, то ставим 7 секунд, потому что у него ульта на 5 секунд раньше стартует на 5 пробуде. Если нет, то прибавляем 18, соответственно, это у нас будет, получается, старт на 25 секунде. Да, на 25 секунде, получается, ставим ее. Рук без старта. Когда я поставил такое, просто потому что у меня ускорение, я могу сделать, конечно, меньше, но лучше не надо. Именно вот такое я подобрал, у меня так получается лучше. И Филосия, соответственно, на 17,5 перед ультой босса должна вешать свой баф и щиты. Также, соответственно, ловим ей ускорение максимально, сколько можем, чтобы мы могли входить в цикл. Почему именно такие тайминги? По поводу Сакридеи я объяснил, да, что она должна именно свои бафы вешать в тот промежуток, когда именно босс получает усиленный урон. Длится это не все 18 секунд, а 15. Соответственно, когда у нас рейта, то мы можем зацепить все эти 15 секунд благодаря продлению. Без рейта мы, в принципе, из 15 секунд должны хотя бы 10 максимально профитно использовать. Поэтому старт именно вот такой. Шмыгли, получается, стартует уже. Если брать тайминг с Сакридеей, получается, после нее, то это будет как раз 25 секунда. Он стартанет. Получается, обратили внимание еще, что Огак на 19, да? Получается, что у нас происходит на красной голове? Огак у нас ультует Сакридея. Здесь происходит боевой навык босса. Получается, в ребра летит вот этот штраф к защите. Филосия его отражает, дает команде баф на увеличенный урон. Как раз здесь происходит уже после первого получения урона. Идет отхил от Огака. Шмыгли, получается, у нас под бафом от Филосии, под щитами от Огака, потому что он с посохом. И, соответственно, Шмыгли на фулл хп уже ультует вот здесь в разлом и также попадает в баф уязвимости яду и в баф от пета, потому что баф от пета длится 8 секунд. А Шмыгли у нас ультует на 7 или на 25. Соответственно, он где-то здесь у нас, точнее, она ультует и попадает во все эти дебафы. И как раз максимально на full хп, то бишь у нее мифик работает, который увеличенный урон при full хп. И как раз баф от ребер. То бишь лучше всего ультануть здесь, и это будет именно самый профитный, самый максимальный урон, который Шмыгли сможет с ульты нанести. Вот поэтому как-то так вот с такими таймингами я смог и прожить нормально. То, что, в принципе, Шмыгли упала, ничего страшного, потому что весь урон, который она должна нанести за бой, она нанесла. Также по поводу Рука, почему старт у него сразу идет, почему я так вот сделал, да, наверное, у некоторых вопросы есть. Чем быстрее он наберет, в принципе, 10 стаков гниения, вот это вечный распад, тем быстрее он перестанет расходовать разъедание. То есть мы просто, получается, на цикл быстрее наберем вот этот стак. Вы можете, конечно, да, поставить ему таймер, там, чтобы он вообще после Шмыгли бил, там, на 20 какой-то секунде, но у вас намного меньше урона будет, потому что, в принципе, не принципиально, когда он там ультанет. Главное, чтобы он ультовал уже после Шмыгли. Соответственно, Сакра, Шмыгли и потом Рук. То есть он у нас просто ультует на цикл раньше, получает вот этот лишний стак гниения, и, соответственно, это как будем считать, как доп ульта, которая нанесет уже в конце больше всего урона. Можете сами проверить, и, скорее всего, моя теория у вас подтвердится. Ну, как это даже не теория, это факт, который у вас подтвердится. Поэтому никогда не ставьте ему тайминг, просто следите, чтобы вот он ультовал после Шмыгли. Если у вас, соответственно, Шмыгли там не 5, то не надо его там ставить куда-то там непонятно куда и уже там, Рука двигать. Нет, не надо. Что, даже если не 5 ставите 25, а
Рука все равно без тайминга вот так вот оставляете. Он будет по чуть-чуть съезжать, но при таких именно таймингах он не уедет именно перед шмыгли. Все будет там нормально, можете сами там без быстрого боя проверить. И, в принципе, все увидите сами. На этом, думаю, все. Вроде как подразобрались. У кого какие вопросы есть, пишите либо в комментариях, либо в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.